Приветствую всех на канале, я Наталья. И сегодня я хочу вам рассказать про жидкий пластик. Если вы хотите научиться делать вот такие красивые отливки, ровные, то сегодня расскажу вам. Расскажу, как работать с пластиком, как его смешивать, сколько смешивать, как заливать его в молды и заливать так, чтобы не переливать, чтобы не тратить время на зачистку, иначе у вас все застынет и ничего не получится. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Я работаю с пластиком Smooth Cast 300, он у меня белого цвета. И практически весь пластик состоит из двух компонентов. Это компонент А, вот прямо на бутылочке написано, и компонент Б. Они специально идут в ярких вот таких баночках и разного цвета, чтобы не перепутать. Так как пока компоненты находятся в отдельных бутылочках, вот этих, с ними ничего не происходит, реакции нету. Но как только мы их смешаем, идет реакция. Я смешиваю компонент А и компонент Б один к одному. У этой компании есть несколько пластиков. Например, есть 300 Q, 300, с которым я работаю, 305 и 310. И у каждого из этих пластиков свое время жизни. Вот, например, 300 Q, у него вообще время жизни 30 секунд. Что это значит? Это значит, что после того, как мы смешаем один компонент со вторым компонентом, нам надо успеть все это смешать быстренько-быстренько и за 30 секунд все это залить. Потому что если пройдет уже 35 секунд, то пластик у вас застынет в стакане, и вы уже его не разольете. И обычно вот этот пластик, он предназначен для больших молдов, где нету вот таких мелких деталей. Это просто вот мы смешали быстренько и все разлили. И он растекся и начинает застывать. У меня 300 номер, время жизни у него 3 минуты. Это я беру, например, компонент А и компонент Б в разных стаканах. Не так, что я заливаю все в один, нет, в разных стаканчиках. И после того, как я выливаю один в другой, я быстренько смешиваю, не вот так вот, а берем быстро смешиваем, чтобы у нас два компонента хорошо смешались, равномерно, потому что если они неравномерно смешаются, то у вас не получится белый, а может получиться где-то прозрачный, где-то мутный, а нам нужно, чтобы получился именно белый. Поэтому после того, как мы смешиваем два компонента, мы быстренько все это смешиваем 20 секунд, и у нас еще остается 2,5 минуты, чтобы мы разлили все по молдам. Это вот так работает именно 300. У 305 у него время жизни 7 минут. Этот пластик можно рекомендовать новичкам, так как у него больше времени по жизни. Вот если вы делаете это первый раз, конечно же, у вас не получится быстро, поэтому вы все это смешиваете, вы делаете первый раз, вы еще не знаете, у вас нет практики, поэтому вы смешали, и у вас есть еще 6,5 минут, чтобы это все разлить. Как бы пластик не застынет. Например, вот если я работаю, у меня 3 минуты, 20 секунд я смешала, 2,5 минуты у меня есть разлить. Если пройдет 3 минуты, то пластик уже теряет свою эластичность, и его уже не разлить по вот таким мелким деталям, как бы его уже, никак его туда не разлить, его просто придется выкинуть. Поэтому важно знать, как смешивать, сколько смешивать, именно сколько смешивать. Потому что первый раз, когда я работала, я смешала один компонент полстакана, второй компонент полстакана, все это вместе, все размешала, и, конечно, мне не хватило 3 минут все это разлить, потому что стакан был полный, я наливала наверх, все это у меня переливалось, я начинала все это чистить, как-то все вот так убирать, чтобы все залиты были все молды, они начали застывать, и просто этот пластик я потом отдирала от этих молдов, и остальное у меня просто застыло в стакане. Поэтому очень важно знать, сколько заливать,
Конечно, мастера, которые работают, они уже на глаз знают. Я тоже на глаз это делаю, мне весы не нужны, поэтому я быстро все успеваю это сделать. И именно в практическом уроке, в следующем, я покажу, как я это делаю. Прямо поставлю таймер, смешаю два компонента и покажу, как сделать и как заливать в молды, чтобы вы не перелили и не тратили время на зачистку, чтобы вам то, что вы смешали, все разлили и не пришлось вылить. Есть еще вот такой 310, ну, у него как бы 15-20 минут. Я считаю, что это слишком много, 15-20 минут, и как бы сохнет он, приходит, становится вот таким тугим за 3-4 часа. Ну, этого совсем не надо. Если вы работаете с этим, вот как я работаю, мне хватает 300-го, 3 минуты, и я готова, как бы у меня все готово. Если мне надо, я смешиваю следующую порцию и опять работаю. Если вы новичок, то 305, вот 7 минут и 30 минут, конечно, у него время застывания больше, но для новичков это самый такой подходящий вариант. Конечно, у каждого пластика есть инструкция, и прежде чем начинать работать, конечно же, надо почитать инструкцию. И обязательно работать в перчатках. Я работаю без перчаток, потому что у меня уже рука набита, и у меня все это получается очень быстро. Но если вы делаете это в первый раз, конечно же, использовать перчатки обязательно, потому что когда компонент А и компонент Б смешиваются, там получается высокая температура и можно обжечься, поэтому надо за этим следить. И, конечно, работать надо в хорошо проветриваемом помещении или, ну, где-то, не знаю, сделать маленький сквознячок, чтобы все это выдувало, потому что опасно. И можно использовать маску. Я обычно открываю все окна и тогда работаю с пластиком. Что же еще вам рассказать? И также в практическом уроке я покажу, как придать форму заготовки, чтобы она идеально подходила под вашу игрушку. Также расскажу, как получить сразу уже вот такие покрашенные молды. Вот вы видите, здесь белый, а здесь вот такой перламутровый. Но это надо делать уже, когда ваши заготовки, я имею в виду шары, уже готовые, стоят на столе, и вы как бы сразу делаете лепнину, так как когда вы ее вытаскиваете вот с молда, то она еще гибкая, и поэтому если у вас заготовки сразу, именно шары или другие заготовки готовы, то им можно придать форму, и они у вас уже сразу будут покрашены. Если вы покупаете отливки, то, конечно же, никто вам сразу не придаст форму, вам придется сделать это самим, и покрашены они не будут. Так вот, расскажу, как придать форму. Вот вы видите, у меня тут уже под заготовку форма сделана. Как придать форму, чтобы вплотную все подходило, нигде ничего не торчало. И чем красить, как красить, ну и много другой информации. За время работы, я имею в виду за время ведения уроков на YouTube-канале, я уже научилась и уже понимаю, какие вопросы мне могут задать, поэтому пытаюсь все рассказать подробно, потому что, например, для меня, как для мастера, некоторые вещи, они как бы само собой, а для новичка это будет очень интересно и увлекательно, и, конечно, полезно. И, конечно, в каждой стране продается разный пластик. Я свой пластик покупаю в Америке. В России, конечно же, он сейчас недоступен. Но в России есть свой пластик. Могу сказать, что как бы работа с пластиком практически везде одна и та же. Смешиваем два компонента, и независимо от того, какой именно пластик. Но вот я люблю именно этот пластик. Он белый. Есть пластик серый, есть коричневый, есть прозрачный. Он бывает разный. Ну, я люблю вот этот белый, потому что именно белому можно придать любой цвет. Если он прозрачный, то вам придется его красить несколько раз, чтобы получить желаемый цвет. А вот белый, он, как бы, можно сказать, подходит ко всему, и работать с ним намного лучше. Мне намного проще.
И надеюсь, короткую информацию по пластику я до вас донесла. И в следующем уроке в практике мы с вами сделаем вот такую белую отливку, сделаем уже вот такую блестящую, перламутровую, точнее сказать, отливку, готовую уже. И также сделаем с вами вот такую форменную отливку. Покажу, как придать форму и как покрасить, и, конечно, как применить. И все, что я вам сегодня сказала, это все нужно, это полезно и, конечно, это пригодится. А на сегодня все. Творческих успехов и до встречи. И это будет совсем скоро, завтра. Пока-пока.